В этом видео я хочу рассказать о красивых и совершенно неприхотливых цветах, с которыми у вас точно никогда не возникнет проблем и хлопот. Эти растения отличаются не только своим декоративным видом и длительным цветением, но и простейшим уходом. Все, что им понадобится, это время от времени поливать, а некоторые из них способны обойтись и без своевременного полива, так как вполне довольствуются даже редкими дождями. Такие растения крайне удобны для дачников выходного дня, занятых людей и новичков в садоводстве. Вместе с тем они способны украсить клумбу или другой отделенный для них уголок в саду. Тема малоуходных цветов очень распространенная. Надо сказать, что ассортимент подобных растений просто огромный. Поэтому сегодня расскажу лишь о некоторых. Я также буду всем благодарна, кто поделится в комментариях своими вариантами наиболее неприхотливых цветов. Уверена, что ваш опыт окажется для многих не только интересным, но и полезным. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить выход новых видео, где я буду часто рассказывать о редких, наиболее красивых и неприхотливых растениях. Одними из самых неприхотливых цветов, с помощью которых можно создать яркое солнечное пятно в цветнике, это энотера. Среди этого растения существуют как однолетние или двулетние, так и многолетние виды. Цветки энотеры выглядят особенно привлекательно после захода солнца. Дело в том, что они активно распускаются в сумеречное время, когда солнце садится. Однако в небольшом притенении или в пасмурную погоду цветы раскрыты в течение всего дня. Большинство видов энотеры способны цвести все лето и даже в начале осени, то есть не менее 4 месяцев. Это растение непритязательно к качеству почвы, уходу, освещению и поливу, хотя предпочитает рыхлый грунт, солнечное место и не терпит частого переувлажнения и болотистых мест. Этот цветок способен давать свой самосев. Кстати, масло семян энотеры содержит большое количество ценных микроэлементов и прочих полезных веществ. Оно обладает сильными противомикробными свойствами, поэтому его активно используют не только в медицине, но и в косметологии. Золотистое цветение энотеры сопровождается приятным ароматом, на который слетаются насекомые-опылители. Кустики отлично смотрятся в групповой посадке, особенно в компании с другими по контрасту цветами, например, голубыми колокольчиками или лобелией. Энотера красиво выглядит в качестве яркого обрамления клумб, а ее карликовые формы отлично украсят альпийскую горку. Среди этого растения есть виды с розовыми цветами, как, например, энотера красивая. Ее ароматные цветки диаметром 5 см имеют резные края лепестков и нежно-розовый или белый окрас. Следующий цветок не менее яркий и такой же неприхотливый. Называется эшольция. С ним уже знакомы многие садоводы. Его часто используют для создания ленивых и малоуходных клумб, пестрых рабаток и цветочных бордюров. Эшольцию можно встретить во многих садах, хотя не все знают, что ее происхождение из Северной Америки. Недаром ее еще именуют калифорнийским маком. Цветет эшольция не только пышно, но и продолжительно. Цветение длится с самого начала лета и вплоть до прихода устойчивых морозов, то есть до конца осени. Кроме симпатичных цветов, это растение еще привлекательно своей ажурной, сизо-зеленой листвой, которая создает пушистый, слегка прохладный фон. Особо красивые махровые сорта, например, сорт яблоневый цвет, который ярко выделяется сразу несколькими оттенками розового. А вот эшольция сорта шифон имеет пестрые с гофрированными лепестками цветы. Эшольция будет очень красиво сочетаться со многими растениями, особенно с голубой немофилой,
Посмотрите, которые можно, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. С цветами льна, васильками, колокольчиками или дельфиниумами. Так же, как и энотера, это неприхотливое растение хорошо размножается самосевом. Его можно высевать на постоянное место сразу в открытый грунт, без предварительного выращивания рассады. Еще одно малоуходное растение, которое способно цвести практически все лето, это традисканция виргинская. Ее относят к многолетним декоративно цветущим травам. В традисканции красивая удлиненная листва насыщенно-зеленого цвета и синие или фиолетовые цветы, хотя встречаются сорта с белыми, розовыми и даже с пурпурными цветами. Уход за традисканцией совсем не сложный. Единственное, что в жаркий период ее потребуется чаще поливать. Зато ее можно смело высаживать даже в подтопляемых местах и у самой кромки водоема, например, возле дачного пруда. На сухих почвах цветение будет скудным. Традисканцией виргинской можно украсить тенистые участки в саду. Она разрастается пышными кустами с очаровательными цветами. Длина побегов может достигать 60 см. Посадкам традисканции составят удачную компанию хосты, астильбы, гейхеры и медуницы. В моем саду в климатической зоне 5Б этот многолетник зимует без укрытия. В более северных садах с суровыми зимами кустики осенью желательно замульчировать слоем опавшей листвы или прикрыть хвойным лапником. Размножить традисканцию можно семенами, черенкованием или же делением куста. Одним из красивых и малоуходных многолетников для создания ярких клумб, миксбордеров и цветущих бордюров является мелколепестник. По-другому его еще называют эригерон. В его обширный род входит более 350 разновидностей красиво цветущих травянистых многолетников. Мелколепестник относится к семейству астровые. Это обильно цветущее, неприхотливое и морозостойкое растение не потребует специального ухода, внесения удобрений и укрытия на зиму. Мелколепестник – это отличный вариант для создания ленивого сада. На одном месте может расти около 5 лет, не требуя пересадки. Предпочитает солнечные участки или легкую полутень. Неприхотлив к почвам и поливам, однако не любит частого переувлажнения. Есть много разных сортов мелколепестника. Они отличаются по высоте, окраске цветов и срокам цветения. Есть те, что зацветают уже в начале июня и не прекращают цвести до наступления заморозков. Другие зацветают с середины лета и радуют до глубокой осени. Пышные кустики мелколепестника щедро покрываются очаровательными цветами с ярким желтым центром и множественными тонкими лепестками. Особо красивые махровые формы с очаровательными цветками голубого, розового и фиолетового цвета. Иметь такое симпатичное растение – одно удовольствие. Этот ярко цветущий многолетник хорошо развивается как на солнечных, так и затененных участках. Его можно высадить в любой части сада, хотя на солнечном месте цветение будет более обильным. Мелколепестник довольно засухоустойчив и не потребует от вас частого полива. А вот избыток влаги он не переносит. Поэтому не стоит его сажать в низинах и подтопляемых местах с высоким уровнем грунтовых вод. Размножить эригерон можно семенами, делением куста и черенкованием. Мелколепестник будет гармонично смотреться со многими садовыми цветами. Эту культуру также можно выращивать в контейнерах, которые украсят ваш балкон, веранду или другое место отдыха в саду. Надеюсь, что эти неприхотливые растения помогут вам создать не только красивый, но и малоуходный сад, в котором найдется время не только для работы, но и наслаждения очаровательными цветами. А если вам эта информация была хоть немного полезной,
Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале.